Вчера Людмила Ивановна Навальная, мать Алексея Навального, записала ролик, где рассказала, как давят на нее следователи. Как пытаются заставить превратить похороны сына в секретную спецоперацию с безвестным погребением. Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно. Мотивы тех, кто отринул все человеческое и давит на потерявшую сына мать с целью спрятать от людских глаз его тело, не дать людям с ним попрощаться, их мотивы, к сожалению, совершенно прозрачны. И многое говорят о тех, кто ими руководствуется. Ведь похороны Алексея Навального – это потенциально крупнейший несанкционированный и при этом совершенно законный митинг в российской истории. Невозможно в рамках закона придумать какой-то повод, позволяющий разогнать и репрессировать участников траурной процессии. Тем более процессии, на которую явятся дипломаты всех значимых стран. Президент Байден лично встретился с Юлией и Дарьей Навальными. Совершенно исключено, чтобы посол Соединенных Штатов и за ним примерно вся американская делегация не пришла бы на похороны лидера российской оппозиции. И не только иностранцы туда придут. Похороны Алексея Навального, особенно если они будут проходить в Москве, могут привлечь даже тех, кто никогда и ни на какие протестные акции не ходил. Ведь траурная процессия – это не только скорбь, это еще и чувство сопричастности с другими скорбящими. Когда можно почувствовать себя человеком, побыть среди нормальных людей, и никто ничего тебе не сможет предъявить. Ни в нашем сумасшедшем уголовном кодексе, ни согласно каким-либо понятиям не может быть наказания за присутствие на похоронах. А похороны Навального – событие мирового уровня, о котором напишут все ведущие СМИ, которое будет на главных страницах. И власти все это придется терпеть. Придется просто смотреть на тысячи людей. На тех, кто придет с Алексеем проститься. Среди которых будет много тех, кого дубинками трогать вообще никак нельзя, у кого есть специальная неприкосновенность. Там же будут и те, кто всю дорогу отмалчивался, был в какой-то степени даже своим, но решил, что похороны не тот случай, когда нужно проявить излишний лоялизм. Россия в базе своей нормальная страна. В ней могут быть люди, которым пропаганда запудрила мозги, но тех, кто готов поддержать и одобрить силовое нападение на траурную процессию, таких людей в России не сыщешь. Может быть, кто-то из них и считает Алексея Навального врагом, иностранным агентом и вообще нехорошим человеком. Но в нашей традиции нет обычая глумиться над телами павших, даже если тех считать врагами. Пропаганда атаковать идею похорон Навального также не способна. Что она скажет? Владимир Соловьев в припадке верноподданнического угара расскажет, что враги России устроили траур по заданию украинского ЦИПСО? Все, что может медийная обслуга в таком случае – помалкивать и делать вид, будто ничего не происходит. Убийство Навального могло иметь только одну цель – заткнуть его раз и навсегда. Но Навальный – тот человек, который и в гробу способен собрать вокруг себя людей. Они вроде как придут попрощаться с покойным, но на душе будут иметь понятно какие настроения и понятно какой палец хотят показать начальству. Это буквально страшный сон для системы. Это значит, что за Навальным стояли миллионы людей.
Кто-то явно выражал свою позицию, кто-то сидел тихо, но связывал с Алексеем надежду на будущее. Но нас всегда было много. Власть же двумя ногами стоит на заявлениях, что, дескать, оппозиция маргинальна, против Путина меньшинство, что все, кто против, ничего не значит. Профанация выборов, репрессии за митинги, разгром организации – все их действия служили одной цели – уверить нас в этой мысли. Нет ничего хуже для системы, чем момент, когда люди могут собраться вместе и увидеть, сколько их на самом деле. Сколько тех, кто не живет в перевернутом мире. Сколько тех, для кого добро и зло находятся на своих местах. Можно жить в искаженном до предела мире, где абсолютно нормально убить политического оппонента и сделать это главным событием своей избирательной кампании, как показатель этакой силы и решимости. Но даже если так, понятно, что траурный митинг по лидеру оппозиции напрочь заслонит все твои покатушки на бомбардировщике. Тебя, как субъект, вообще никто не будет обсуждать. Ты будешь определяться через собственную жертву. Ты тот, кто убил Алексея Навального, и именно это описывает всю твою биографию. Ты хотел взять Киев, как-то не вышло. Победить в войне? Конца не видно и близко. Но ты тот, кто грохнул мужественного и бесстрашного человека, который и после смерти продолжает тебя бесить до крайней степени. Вот и все твои четверть века на троне. Публичные похороны Навального не просто слабость, это слабость явная. Слабость, с которой ничего не сделаешь. Новость, которую не перебьешь. Единственный способ бороться с этим – не допустить публичных похорон Алексея. Сделать все в тайне, закопать его подальше от людских глаз. Ведь ты знаешь, что в этих глазах ты любви не увидишь. Пусть люди пока боятся, но они тебя ненавидят. У них была надежда на будущее, где жив Алексей Навальный, а Владимир Путин мертв. Ты готов идти на любую низость, в том числе давить и запугивать потерявшую сына мать, только бы покойный не ткнул еще раз острой палкой в твое чувствительное место. Большая удача, что Алексей никогда не был один. За ним стоит семья несгибаемых совершенно людей. Брат Олег, принявший срок в тюрьме только за то, что он брат Алексея. Жена, взявшая на себя риски и продолжающая борьбу. И мать, не позволившая горю себя сломить, а всяким уродом собой манипулировать. Мать, которая, несмотря на все, придала их мерзость огласке. Чем более публичной будет эта история, чем больше международный резонанс она вызовет, тем больше шансов, что тело Алексея Навального будет предано земле по-человечески. Так, как Алексей того заслуживает.